Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня я буду вязать коврик жаккардом, крючком. Для коврика мне понадобится два цвета пряжи. То есть это будет серый цвет, это грей, это пряжа бисквит от пряжи Центр, и розовый цвет. Серых мотков я возьму 3 штучки. И мне потребуется 2 розовых мотка. Итак, я нарисовала схему. В схеме голубые клетки это розовый цвет, а белые клетки это серый цвет. В схеме отмечен раппорт, то есть это 14 петель будут составлять раппорт и плюс 1 петля для того, чтобы узор был симметричен. Точно так же и по вертикали. То есть 11 рядов составляют раппорт и плюс 1 ряд для того, чтобы узор был симметричен. Да, раппорт это та часть, которая будет повторяться в схеме. То есть я буду вязать, начну вязать вот отсюда. И затем я буду повторять вот эту часть. Да, то есть только ту, которая отмечена скобкой. Но вот эту петлю я всегда буду провязывать в начале. Да? То же самое и в вертикальном ряду. Я сначала провяжу вот этот ряд, который не входит в раппорт, а затем повторять буду только вот эти ряды, которые входят в раппорт. Потому что если присмотреться, то вот этот вот ряд, который у меня не отмечен никакой цифры, он абсолютно точно такой же, как 11 ряд, и повторять его 2 раза не надо, тогда рисунок как бы не сойдется. И точно то же самое можно сказать и про петли. То есть вот эта вот колонка, она идентична вот этой колонке, поэтому мы ее провязываем один раз в начале, но в раппорт она не входит, потому что здесь она повторяется в виде последней колонки. Итак, начнем вязание. Я наберу цепочку из 49 воздушных петель розовым цветом. У меня в узоре будет 3 раппорта. То есть вот эту схему, которую я показала, я буду повторять 3 раза. Плюс, естественно, будут какие-то кромочные петли, назовем их так. И поэтому я посчитала, у меня получилось 49 петель. Вот цепочку я набрала. Здесь 49 воздушных петель. Теперь я вяжу в каждую цепочку, я буду вязать самый обычный столбик с накидом, с одним накидом. Все столбики в этом ряду будут розовые. Этот ряд считается у меня окантовкой, и я хочу сделать розовую окантовку по краю этого коврика. Как я сделаю первую петлю, мне не нравится, когда делают 3 воздушных петли в качестве подъемных, когда вяжут столбиками. С накидом я сделаю так называемый волшебный столбик, или как-то его еще можно назвать. То есть я просовываю крючок вот в эту перемычку. На крючке у меня уже есть 1 петелька. Подхватываю нить, вытаскиваю, получается 2 петли на крючке. Одна из них я считаю, что это накид, а другая петля. Это я провязываю вместе и провязываю еще одну. Вот получается такой волшебный столбик. И следующий столбик я делаю самые обычные столбики с накидом. Уже без всякого волшебства. Вот видите, как выглядят 2 первых столбика. Мне кажется, край при таком исполнении будет аккуратнее. И так до конца ряда я вяжу в каждую вот эту вот перемычку столбик с накидом, то есть их будет 49. Подхожу к концу ряда, провязываю последние петли. И все, окантовочный ряд у меня закончен. Дальше я буду вязать, используя свою схему. И я буду уже вязать в 2 цвета. То есть здесь появится серая нитка. По такому принципу, конечно, можно связать и однотонный ковер, и на него уйдет немного меньше пряжи, чем если вы будете вязать в 2 цвета. Но о чем бы был тогда мастер-класс, если бы я просто вязала в 1 цвет. Переворачиваю вязание и снова начинаю с хитрого столбика. То есть у меня уже есть петля на крючке.
я вставляю крючок в первую петлю, вытягиваю, эти две петельки провязываю вместе и провязываю получившуюся петлю еще один раз. Этот столбик я называю хитрый столбик. Дальше я как бы решила, что у меня будет кромка из 3 розовых петель. То есть каждый ряд я буду начинать и заканчивать 3 розовыми петлями. И затем переходить к схеме. Вот я смотрю на схему, я пока нахожусь на нулевом ряду. То есть он здесь не отмечен, он в раппорт не входит. Мне надо провязать будет его и вот эту вот часть, которая помечена цифрой 14, я повторю 3 раза. И затем снова закончу вязание 3 розовыми петлями. То есть я смотрю и вспоминаю, так, синий цвет это обозначает у меня розовый. И я делаю еще одну розовую петлю. А следом за ней идет серая петля. И, соответственно, у меня меняется цвет нити. Я беру серый цвет и провязываю верхушку столбика серым. То есть, видите, у розового столбика шапка получилась розовая. А вот эта серая, эта шапка будет следующей петли. Поэтому ее я провязываю серой. Дальше 2 серых столбика. При этом розовую петлю и хвостик я как бы прячу внутрь вязания. То есть я вот их обвязываю. Я делаю один серый столбик. У него шляпка серая. И у следующего столбика тоже шляпка серая. Но вот уже за ними идет снова розовый столбик. То есть здесь я сделаю как бы серым провяжу вот 2 петли, то есть петлю и столбик, а шапку я уже провяжу розовым. То есть таким образом меняется цвет. Следующая 1 петля розовая. И после нее идет целый ряд, их 7 серых петель. То есть у этой розовой петли мы провязываем розовую петлю и накид, и верхушку меняем цвет. Дальше все попроще, 7 серых петель. Розовую нитку не забываем прятать внутри вязания. То есть что это значит? Делаю накид, вставляю. И видите, где проходит розовая? Она как бы внутри коврика получается. То есть она вот здесь вот не болтается, иначе ее будет видно. И вяжу дальше. То есть главное здесь следовать схеме и не запутаться. В каком месте вы находитесь, в каком ряду вы находитесь, да? Немножко мешает. То есть можно отмечать либо линейкой, либо напечатать несколько таких листочков и зачеркивать ряды. Ну, я держу в уме, на каком месте я нахожусь. То есть сейчас я вяжу 7 серых петель. Провязала 5. Провязываю 6-ю. Вот здесь розовую можно немножко подтянуть, чтобы она там тоже не болталась. Именно из-за того, что нитка второго цвета проходит все время внутри вязания, пряжи при многоцветном вязании уходит больше, чем при однотонном. 3, 4, 5, 6. Так, 7-я петля, то есть шапка в следующей петле должна быть другого цвета, и я меняю нитку. 1 петля розовая у меня дальше идет по рисунку. Тут же меняю цвет. 2 серых. Меняю цвет. Снова 1 розовая. Опять 2 серых. Ну, все, конечно, зависит от того, какая у вас будет схема. Вы можете взять мой узор, который я нарисовала, либо придумать какой-нибудь свой. И просто следить за тем, какой у него раппорт. И, соответственно, вязать четко по схеме. У меня снова 7 серых петель.
меняю цвет. Снова розовый. 2 серых. Вот я подошла к концу ряда, и ряд у меня заканчивается в схеме розовой петлей. Я делаю последний розовый столбик. И у меня остается 3 кромочных розовых столбика. Вот так вот выглядит полотно с 2 рядами. То есть я делаю 3 раппорта. В этом месте я перестаю захватывать серую петлю и просто провязываю обычные 3 столбика с накидом. Раз, два и третий. Сворачиваю вязание и начинаю новый ряд. Опять он начинается с 3 розовых петель. Делаю хитрый столбик. Еще 2 розовых петли. И дальше я смотрю на схему. У меня после 3 розовых будет идти 1 серая. То есть вот в этой петле у меня уже меняется цвет. И здесь делаю серую петлю. Дальше 1 розовая. И 2 серых. Одна розовая. И 5 серых дальше. По схеме. Здесь вот я подтягиваю розовую нитку, чтобы она равномерно была скрыта в вязании. Дальше снова 1 розовая, ну и так далее до конца ряда. Когда я свяжу все вот эти ряды, то есть когда у вас закончится, вы провяжете 11 рядов, снова нужно будет начинать вязать с 1-го ряда, не с нулевого. Нулевой и 11 ряд, они идентичны, поэтому этот ряд мы вяжем всего 1 раз, но как бы он должен быть в начале и в конце обязательно, поэтому мы выведем схему отдельно. Вот. И дальше повторяем вязание вот с 1 по 11 ряд на ту величину, которую вам хочется, ну или пока у вас не закончатся нитки. И не забываем, что последний ряд нам тоже нужно будет сделать чисто розовым, так как края здесь задумала чисто розовым, я буду делать последний ряд абсолютно розовым. Итак, я довязала ковер до конца, и я связала 4 раппорта ровно в высоту, да, в высоту у меня состоит коврик из 4 раппортов, а в ширину из 3. Ушло у меня на это ровно 2 розовых моточка и почти 3 серых. Там чуть-чуть осталось от серого моточка. Сейчас я его измерю, этот ковер. Так, его ширина получается где-то 57 сантиметров, и в длину ковер получился метр.
Также вы можете наблюдать, каким стал край. Да, вот при том вязании, которое я показала, то край получается немножко вот такой волнистый, но при этом, мне кажется, довольно аккуратный и довольно легко с таким краем вязать. То есть, если вы не запутаетесь, опускать первую, вязать первую или вязать через одну, да, потому что я в крае всегда путаюсь. Ну и кому понравился мой мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ждите новых мастер-классов. Спасибо за внимание.